Дамы и господа, уважаемые граждане Окси, сегодня я стою перед вами, чтобы поведать о монументальной саге нашей родины – Окси, через Одиссею, которая тянется от рассвета цивилизации до сегодняшнего дня. 909 года эры переселения. Наше путешествие во времени – это не просто история выживания, это свидетельство человеческой стойкости, инноваций и перекованного духа, позволяющего адаптироваться и процветать перед лицом невообразимого. Великое извержение знаменует собой переломные моменты в нашей истории. Фундаментальный сдвиг парадигмы, не имеющий аналогов с момента появления летописи. В мгновение ока мир, каким мы его знали, превратился из огромной безграничной планеты в то, что мы можем описать как вселенную в сердцевине фрукта. Это катаклизмическое событие изменило не только наш физический мир, но и само наше представление о жизни, обществе и существовании. Оксия, наша любимая родина, возникла из пепла этого космического переворота как единственный маяк человеческой цивилизации. Она стала для нас всем, единственным оставшимся в мире городом, сердцем наших технологических достижений, колыбелью нашей культуры, хранителем наших коллективной памяти и достижений. Углубляясь в историю Оксии, мы видим общество, которое, несмотря на сокрушительные изменения, вызванные великим извержением, стремилось сохранить институционные формы, существовавшие до этого космического события. Эти формы, хотя и сохранили свой внешний облик, перетерпели глубокие трансформации, приспосабливаясь к уникальным условиям нашей новой пузырьковой вселенной. Кроме того, в эту эпоху произошли социальные изменения, которые радикально изменили наш образ жизни. Первые годы эпохи переселения стали временем адаптации и инноваций. Встраивание новых традиций в старые формы. Учреждения, которые раньше считались незначительными, стали столпами нашего общества, воплощая в себе многогранность и изобретательность оксианского духа. Возьмем, к примеру, Оксийское издательство данных и финансовой службы. Сегодня мы считаем их основной нашей повседневной жизни. Органичной интеграцией технологий и услуг, которые воспринимаем как должное. А ведь до эры переселения это были лишь зарождающиеся идеи в стенах Временного исследовательского института при университете Антарес. Скромная команда из менее чем 20 мечтателей. Эта трансформация подчеркивает уникальную траекторию истории Оксии. Наше прошлое – это не просто запись событий, это отражение нашей коллективной идентичности, повествование, в котором переплетаются наследие наших предков и инновации настоящего. Сейчас, когда мы стоим на пороге нового века в эру переселения, давайте помнить уроки нашего прошлого. История Оксии – это маяк надежды и напоминаний о несгибаемом человеческом духе. Это призыв беречь наше наследие, принимать изменения, которые определяют наше настоящее, и решительно и творчески идти вперед в будущее, продолжая двигаться по неизведанным водам нашей уникальной вселенной. Давайте делать это с осознанием того, что мы являемся частью продолжающейся саги о стойкости и инновациях. Продолжая размышлять над нашей историей, необходимо признать, что существуют разные точки зрения на значение великого извержения. Кто-то считает его событием, последствия которого преувеличены, и полагает, что кроме изменения размеров нашего мира, его влияние на жителей Оксия-Сити сегодня мнимо. Хотя в этой точке зрения есть доля истины, она, пожалуй, не отражает всей глубины нашего положения в космосе. Оксия, как она есть сейчас, похожа на независимую вселенную пузырь, отличную по своим размерам и временному потоку от нашей галактики, которая остается за пределами нашей текущей досягаемости. Это уникальное состояние существования манит нас, граждан, рожденных в этой среде. Представить себе прошлое, в котором процветала высокоразвитая цивилизация, насчитывающая сотни городов, превосходивших Оксию по своему процветанию. Великое извержение, катаклизм неописуемых масштабов, планомерно уничтожил эти города, оставив после себя лишь воспоминания о былом величии. Катастрофа разразилась точной неизбежностью в 33-й день 14 месяца 2185 года по старому календарю. Катаклизм, вызванный неконтролируемой темной энергией, разорвал наш мир на части,
открыл всем море данных. Ученые той эпохи предполагали выживание миров, защищенных якорем апокалипсиса, как независимых вселенных пузырей. Однако суровая реальность превзошла их предсказания. Мы утратили возможность узнать о судьбе других городов, но непосредственным последствием для наших предков стала неумолимая эрозия моря данных. За считанные месяцы некоторые великие города превратились в руины, а выжившие, в том числе жители Лансю и Окси, оказались на грани уничтожения. Однако, принеся немыслимые жертвы, наши предки остановили волну разрушения. Превращение Лансю в фундамент, на котором стоит Окси, свидетельство их стойкости. Они заплатили огромную цену землей, богатством и жизнями, чтобы обеспечить нам пространство комфорта и свободы. Эта борьба – это победа над великим извержением, не просто сноска в истории, это фундамент нашего настоящего. Спокойствие и процветание, которым мы наслаждаемся сегодня, это не стандартное состояние нашего мира, а плоды нашего коллективного труда и бдительности. История Великого Извержения служит суровым напоминанием о том, что бедствия прошлого могут однажды повториться. Самодостаточность и сила Окси, которые многие из нас считают само собой разумеющимся, это наследие тех, кто столкнулся с невообразимыми трудностями, чтобы обеспечить наше выживание. Поговорка с континента Феникс родился в невзгодах, умер в комфорте, содержит мудрость, которая остается актуальной для каждого гражданина Окси. Это призыв никогда не забывать о тех испытаниях, из которых мы вышли, ценить мир и процветание, которые мы взрастили, и хранить бдительность. Ведь история Окси – это не просто рассказ о выживании вопреки всему. Это повествование о том, как мы продолжаем процветать, помня о своем прошлом и решительно глядя в будущее. По мере того, как мы продолжаем размышлять о прошлом и его последствиях для нашего настоящего, становится все более очевидным, насколько глубоко переплетены наши жизни с явлениями, возникшими в результате Великого Извержения. Когда мне поручили написать введение в тему материя источника для недавнего открывшегося гражданского зала Antares Building, мое первоначальное нежелание было вызвано ощущением, что этой теме может не хватать серьезности или интриги, которые обычно захватывают взрослых граждан Окси. В конце концов, можно было бы усомниться в привлекательности такого обыденного вопроса, как водопроводная вода или природный газ. Однако при более глубоком рассмотрении я понял, что исходная материя, как и электричество, водопроводная вода и природный газ, лежит в основе нашего повседневного существования. Для некоторых станет открытием, что природный газ, который мы используем дома, это продукт переработки материи источника. Помещение материи источника в ту же категорию значимости, что и Великое Извержение, и история Окси в гражданском зале говорит о нашем коллективном подходе к пониманию и решению общественных проблем. Осознание этого побудило меня взяться за дело и предложить выдержки из образовательных материалов, чтобы освежить наше коллективное понимание материи источника. Материя источника – загадочный побочный продукт моря данных. Обладает удивительной способностью превращаться в материальные материалы с помощью специальных методов программирования. Присущий ей состав, богатый данными, привел к тому, что для описания области, которую она занимает, был принят термин «море данных». Материя источника по своей природе бесформенна и непостоянна, поэтому для ее очистки, концентрации и последующего превращения в стабильные, пригодные для использования вещества, требует специальное оборудование. Интересно, что под влиянием моря данных материя источника может спонтанно организовываться в более сложные формы. От целых фрагментов данных до конкретных объектов, а в редких случаях даже живых существ, казалось бы, сотворенных из небытия. Его сбор зависит от концентрации в море данных. Для этого используются такие методы, как выщелачивание на месте или магнитная фильтрация, каждая из которых имеет свой инструмент и применение. Несмотря на свою неустойчивость, нетрансформированная материя источника, которую можно сжимать и хранить в специализированных контейнерах, обладает невиданной для традиционных материалов мобильностью и легкостью транспортировки, что позволяет обойти необходимость в сложных логистических системах.
Такая адаптивность и практичность подчеркивают его неотъемлемую роль в нашем обществе. До Великого Извержения о существовании материи источника ничего не было известно. Поэтому существует предположение, что сам катаклизм породил не только материю источника, но и море данных. Эта гипотеза, хотя и не подтвержденная, подчеркивает глубокое влияние Великого Извержения на саму суть нашей реальности. В заключение, стоя в гражданском зале здания Антарес, окруженные наследием нашего прошлого и инноваций нашего настоящего, давайте примем материю источника не как обыденную грань нашей повседневной жизни, а как символ нашей стойкости, изобретательности и стойкости духа. История Оксии, отмеченная катастрофами и триумфами, напоминает нам о нашей способности адаптироваться и процветать в условиях неизвестного. Заглядывая в будущее, давайте учитывать уроки прошлого, используя потенциал материи источника и всего, что она собой представляет, в нашем постоянном стремлении к прогрессу и устойчивости.